Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. Здесь будет интересно. Мы здесь с вами обсуждаем разные сложные вещи в современном мире, политику, экономику, международные отношения. И вот мы сейчас так решили совместить их всех в одном. Это программа Why Russia Fails, в которой мы вообще говорим о том, почему Россия отстала от многих других стран мира, где люди живут лучше, и что нам сделать для того, чтобы ее приблизить к нормальным современным стандартам. Вот я как раз об этих стандартах хотел с вами поговорить. Мы здесь делаем другую передачу «Обнимашки с диктаторами» о международной политике на моем канале. И когда мы обсуждали ее в рамках обратной связи со зрителями, мне с разных сторон часто подали идею: а давайте вы сделаете передачу, где вы расскажете вот о неких абсолютно реальных странах, которые вот физически существуют, не выдуманные там что-то, да, а вот реальных современных странах, где все настолько хорошо, что эти страны можно рассматривать как некий образец для России. Стран идеалов, где вот, которые, ну если хотите, просто можно брать все и копировать, и построить нечто похожее у нас. Вот я, собственно говоря, некоторое время назад написал о том, что такую передачу хочу сделать, и получил какое-то невероятное количество комментариев с вашими идеями, которые в этот список стран идеалов можно было бы включить. Я сейчас, во-первых, расскажу вам про топ-5 стран, которые, я считаю, действительно являются примером и во многом идеалом эффективного, развитого современного общества, которое я бы хотел скорее видеть у нас, в нашей родной и любимой России. Но это еще не все. Вот те комменты, которые вы мне накидали, там было так много разных стран, которые, в принципе, могли бы быть кандидатами в этот список, которые туда не попадут. И мы с вами еще отдельно разберем их всех, почему они туда не попали. Это очень важно, потому что часто бывает какая-то хорошая, развитая страна, удобная, где хорошо людям жить, но там есть какие-то такие вот фишечки, которые, в общем, не позволяют ее включить в вот этот в идеальный список топ-5. Да? Мы сейчас вот конкретно об этих всех не попавших странах тоже поговорим, потому что важно понимать, в чем проблема и какие вещи нам все-таки не надо копировать. Ну, по крайней мере, вот на мой скромный взгляд Владимира Милова, я вот в большинстве стран, о которых мы будем говорить, я бывал сам и там достаточно хорошо себе представляю ситуацию. Но вот смотрите, давайте немножко договоримся о правилах игры. То есть то, что мы сейчас будем обсуждать, это не список стран, которые мне вот просто нравятся. Куда бы я хотел, вот, там, допустим, поехать и там провести какое-то время. Может, если был такой список, я не знаю, был бы на первом месте там Барбадос, да. Но это список стран с настолько развитой политико-экономической системой, общественными институтами, да, которые действительно работают, делают людям лучше. Там жизнь, ну как бы, если не идеально, то практически близка к идеалу по современным меркам, и которые стоило бы копировать России, вот ориентироваться именно на этот образец, как в бизнесе говорят, лучшие практики. Да? И еще такой очень важный момент. Это должны быть сопоставимые по разным параметрам с Россией страны. То есть это должны быть большие страны, большая экономика, достаточно большая территория, какие-то региональные различия, которые дают нам подсказки, как решать проблемы федерализма, местного самоуправления. Да? То есть в этом смысле вот какие-то маленькие портовые города не рассматриваются, потому что Россия большая, сложно устроенная, и ей, конечно, нужно прежде всего ориентироваться на похожие, сложно устроенные страны. И здесь вот там целый ряд небольших государств, где вот на каком-то ограниченном пространстве просто тупо проще навести порядок. Ну, это все очень здорово, но именно по критерию сопоставимости это нам не очень подходит. Вот такое интересное упражнение. Буду рад услышать вашу обратную связь и комментарии, но давайте по этому хит-параду стран пройдемся, и мы начнем снизу, со страны, которая занимает 5-ю позицию вот в моем личном хит-параде стран идеалов, на которые следует ориентироваться России. 5-е место. Итак, 5-е место – Южная Корея. Мы уже с вами говорили довольно подробно об этой стране в марте, когда вот только разгоралась вся эта пандемия с коронавирусом. И поводом для разговора, во-первых, стало то, насколько эффективно демократические власти Южной Кореи борются с этой пандемией, без ущемления прав своих граждан и даже без жестких локдаунов, так по-человечески все объясняют, достаточно агрессивно выявляют людей зараженных и
предпринимают какие-то меры, чтобы их вылечить. Но все это известно. Южная Корея стала теперь образцом, как обращаться с такими эпидемиями для всего международного сообщества. И благодаря этому, кстати, Демократическая партия во главе с действующим президентом Мун Чжэ Ином довольно триумфально выиграла большинство, историческое большинство вот на парламентских выборах в апреле. Но вот почему я включил Южную Корею в этот список? Потому что, смотрите, здесь очень много общего. Во-первых, это абсолютная фантастика, то есть у нас одинакового размера экономики. Объем ВВП Южной Кореи и России, он абсолютно одинаковый. Кстати, это сильная разница с физической картой. Вот мы вам давали уже это сравнение, очень прикольно, да, то есть вроде как огромная на карте Россия, да, и масенькая такая точечка внизу там сбоку справа, да, но экономически, с точки зрения ВВП и влияния на мировую экономику, мы абсолютно одинаковые. То есть Южная Корея нас догнала, и здесь очень важный момент, что они за прошедшие вот 30-40 лет совершили абсолютно невероятный прогресс в движении вперед. То есть, скажем, в 70-е годы прошлого века Южная Корея была довольно отсталой страной. Да? И вот вы видите, например, на этом графике, что, скажем, 30 лет назад они были существенно меньше нас именно в плане размера экономики, да? Но они поступательно двигались вперед. Вот, кстати, без всех этих американских горок или русских горок, о которых мы уже говорили, да, то есть нашу экономику все время колбасит. У нас сначала все растет, потом обратно падает, да. А вот Южная Корея поступательно шла к той точке, где она сегодня, и на самом деле вошла в число 20 крупнейших экономик мира, наряду с нами заседает в большой двадцатке, да. И посмотрите, какие невероятные места она занимает в международных рейтингах. Вот самое то, что мне обидно, вот этот пресловутый рейтинг экономической сложности. То есть, насколько у вас экономика не примитивный сырьевой насос, а производят разные диверсифицированные и технологически продвинутые продукты. Корея на 6-м месте в мире, в то время как Россия на 27-м. Да? И еще одна, конечно, важнейшая история, это вот часто мной упоминаемый индекс человеческого развития ООН, где Южная Корея на 22-м месте. То есть он учитывает все вещи, связанные с пресловутым человеческим капиталом, качеством жизни. Образование, медицина, неравенство и так далее. Да? Вот Южная Корея почти в двадцатке лучших стран мира по этому показателю. Россия здесь 49-я, то есть все как бы прям совсем плохо. Да? То есть вот смотрите, нас прежде всего интересуют вот крупные страны, которые совершили в последние там, 20, 30, 40 лет серьезный прогресс. Дали своим гражданам лучшую жизнь. Гораздо лучшую жизнь, чем вот, например, была у нас там во второй половине 20 века. Да? И вот пока мы болтаемся, и Россия никак вот, не может привести себя в порядок, посмотрите, как это сделали корейцы. Это, конечно, потрясающий успех, при том, что это вот абсолютно живая, бурлящая демократия. То есть это абсолютно свободная страна, она очень сильно, эта страна находится в Азии, но она очень сильно отличается от всех этих азиатских деспотий, тем, что в Южной Корее они долго за эту свободу боролись. Мы делали отдельную передачу про Корейский полуостров, посмотрите ее, да. Но в Южной Корее была долгая и довольно кровавая борьба с жестокой диктатурой. Сначала Пак Чон Хи, потом Чон Дух Хвана, да. Но они освободили себя. Это, кстати, во многом способствовало прогрессу и быстрому экономическому росту. Проводили важные реформы. У них образцовая демократия по международным меркам, даже не только по азиатским. На эту страну обязательно нужно ориентироваться России. Мы к ней еще вернемся, но огромный респект корейцам за то экономическое, политическое и социальное чудо, которое они совершили в прошедшие несколько десятилетий. 4-е место. 4-е место. Тут я на самом деле решил сжульничать немножко, потому что на этой строчке у нас будут 2 страны сразу. Это Австралия и Новая Зеландия. Но почему жульничать? Потому что я считаю, что они обе должны быть в этом списке. То есть, может, надо было сделать не топ-5, а топ-6. Топ-5 просто красиво звучит, да? Но было бы из всего лишь 5 мест отдавать 2 странам Океании было, наверное, немножко глупо, да? Поэтому я решил просто их совместить, тем более они во многом друг на друга похожи, там во многом похожие общественно-политические системы. Почему нам на них обязательно нужно ориентироваться? Потому что эти общества во многом близки к идеалу. Я был в обеих этих странах и, честно говоря, был поражен тем, что там нет бедности. Там развитые, эффективные рыночные капиталистические экономики, но при этом там очень развитые социальные институты. То есть вот вам врут те, кто говорит, что невозможно совмещать эффективный рынок с социальными гарантиями.
что якобы надо сбросить все социальные гарантии, потому что это мешает рыночку что-то порешать, да. Но как раз Австралия и Новая Зеландия, они жизнью опровергают вот эти все идиотские теории и говорят, что это все абсолютно совместимые вещи. Что может быть развитая, конкурентоспособная, эффективная современная экономика. Вот вы видите, на каких позициях Австралия и Новая Зеландия находятся в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Но при этом очень высокие развитые социальные институты. Кстати, именно эти две страны, если вы, например, зайдете в Википедию в статью о минимальном размере оплаты труда, вокруг которого столько было копий сломано в связи с идеей Навального ввести МРОТ в 25 тысяч, да, ой, это популизм, ой, это левачество там, и так далее. Так вот, одни из самых эффективных рыночных экономик современности, Австралия и Новая Зеландия, были первыми, кто вообще у себя законом ввел МРОТ еще в конце 19 века, в 1890-е годы. Да. Лучше читайте англоязычную Википедию, а не русскую, и вообще учите английский, котятушки мои, не устану это повторять. Это страны с высоким уровнем расходов на образование, здравоохранение, с блестящим качеством образования и медицины. И при этом, еще раз повторю, что они очень развитые в плане бизнеса, рынков и присутствия в мировой экономике. Конечно же, на эти общества нам абсолютно следует ориентироваться. И я лично вот свидетель, я был там, то есть я был просто поражен, насколько там, в общем, низкий уровень социальных противоречий, высокий уровень развития. И при этом эти страны, несмотря на то, что они очень далеко от остального мира, но они реально и заметно эффективно присутствуют на международной арене. Очень хороший образец для России. Австралия и Новая Зеландия, есть чему подражать. Третье место. Третье место. Да, конечно. Вы все мне об этом написали, но в этом рейтинге невозможно обойтись без Германии. Ну вот, конечно же, если говорить о стране идеале, это одна из первых вещей, которая приходит на ум. И здесь много-много о чем можно поговорить. Во-первых, меня, конечно, больше всего впечатляет, вы знаете, что я часто комментирую экономические темы, и меня часто спрашивают, а какие экономические реформы вы считаете, возможно, самыми успешными в истории? И вы знаете, это, конечно, главная невероятная штука, которую немцам за прошедшие 75 лет удалось совершить. Они были абсолютно разрушены Второй мировой войной. Просто вся страна лежала реально в руинах. Да? И они сумели построить одну из самых успешных и эффективных экономик мира на этих руинах достаточно быстро, благодаря экономическим и политическим реформам, которые провели просто великие, я считаю, люди. Одни из лучших сынов человечества — это Конрад Аденауэр, первый канцлер Федеральной Республики Германия после Второй мировой войны, и его премьер Людвиг Эрхард, который является автором немецкого экономического чуда. И, собственно, он сам потом тоже был канцлером. Так вот, вы знаете, это образец, который надо изучать в школах. Немецкое экономическое чудо, и как из ничего, из разрухи построить самую, возможно, успешную экономику мира. Просто посмотрите на то, что Германия экспортирует. Это список, перечень лидирующих позиций в германском экспорте. Германия — это третье место в мире по сложности устройства экономики. И вы видите, что это в основном, вы знаете, все немецкое. Машины, оборудование, транспортные средства, куча всяких разных других технологий. Немецкая экономика — это не тупой нефтяной насос, как в некоторых других местах, я думаю, вы знаете. Да? Это экономика, где производят самые сложные передовые вещи в мире прекрасного качества, которыми вы многие пользуетесь и очень все это дело любите. Да? Нам с такой экономики надо брать образец, и, конечно, брать образец реформ Аденауэра и Эрхарда, которые сделали ставку прежде всего на обогащение рядовых немцев и развитие огромного среднего класса, как двигатель рыночного спроса, как двигатель экономического развития. Это то, что надо делать нам. Люди, вопреки тому, как думает Путин, люди — это не какая-то обуза, которая мешает ему пилить нефтяные бабки и заниматься геополитикой. Люди — это главный актив, которые помогли совершить это немецкое экономическое чудо. Это, конечно, главная вещь, на мой взгляд, с которой нам надо брать пример. Другая история. Мы здесь говорили в нашей передаче Why Russia Fails о том, как может выглядеть идеальная российская конституция. Я прямо признавался в любви к германскому основному закону, который, на мой взгляд, является эталоном федерализма, эталоном примата местного самоуправления,
когда у вас страна строится от граждан, снизу вверх. Сначала люди и их полномочия, сначала муниципалитеты, сначала земли, и только потом федеральное правительство, которому поручает народ решить ряд вопросов. Да? Вот не так, как у нас. Если вы почитаете нашу конституцию, то у нас там одно государство, президент, там, Государственная Дума, Совет Федерации, прокуратура и так далее. Да? И где-то маленький человечек, небольшой, один снизу пробегал. Да? В Конституции Германии все ровно наоборот. Там страна строится снизу вверх, и федеральное правительство – это всего лишь агент, который действует по поручению людей, а не правитель, который ими правит. Да? Вот нам, конечно, нужна такая система политического устройства, и очень важно, что Германия – это федеральная страна, вот это как раз по критерию сопоставимости, это очень похоже на то, что должно быть у нас. Там разные регионы, они очень как бы не похожи друг на друга, да, но, тем не менее, вот они сосуществуют в этом исключительно успешном государстве, и вот этот федерализм нам во многом нужно выстраивать по германскому образцу. Следующий момент исключительно важный. Вот если вы посмотрите на всю эту волну антиглобализма и популизма, который захватила сейчас весь мир, то вы увидите, что в Германии к этому есть четкий иммунитет. Вот если выражаться современным языком, Германия эффективно за эти годы выработала коллективный иммунитет к популизму. Да, у них есть какие-то вот крайне правые, крайне левые партии типа Линке или АФД, да, но они болтаются где-то на последних местах в рейтинге партий, даже в первую тройку не входят. И Германия как раз, вот мы, например, говорили о холодной гражданской войне и вот этом жестоком межпартийном противостоянии в США, когда две крупные партии просто друг друга в упор не видят и все блокируют то, что делает другая. Да? В Германии все наоборот. Германия сегодня являет нам пример нормального межпартийного сотрудничества, где главные соперники – это христианские демократы и социал-демократы, которые всю жизнь конкурировали. Они много лет уже в одной правительственной коалиции. Это им дается непросто, но это вот пример, как германская политическая культура рождает политиков и силы, которые в состоянии переступить через свои партийные амбиции ради национального интереса. Это исключительно важная штука, с которой нам обязательно стоит брать пример. Я хочу сказать, что не все в Германии, мне кажется, настолько идеальным. Вот я бы два момента назвал, почему Германия не на первом месте. Да? Есть два момента, которые чуть-чуть, на мой взгляд, тянут ее вниз и не дают мне возможность назвать ее вот таким абсолютным идеалом для России. Первое, это, конечно, дикая проблема корпоративной коррупции. Ну, давайте признаемся, это не просто есть, а это стало очень серьезной проблемой даже не национальных, а международных масштабов, как крупные германские корпорации там раздают взятки по всему миру, куча скандалов на эту тему и так далее. Да? И все это слабо регулируется немецкими законами, то есть как бы общество так закрывает на это глаза. Да? Вот это серьезная проблема, то есть как бы Германия страна с низкой коррупцией самой по себе, но там очень много крупных корпораций, которые вот и составляют основу немецкой экономики, где вот эта коррупционная культура довольно сильна. И когда они приезжают, например, сюда, вы видите, вы спрашиваете, а что они вот сотрудничают с нашими госмонополиями, да? Да потому что вот это вот. То есть эта проблема, к сожалению, есть, мы о ней еще отдельно поговорим, но вот просто, чтобы не перехвалить немцев, им есть еще над чем работать, не все идеально. И вот вторая вещь, знаете, которая всегда чуть-чуть вызывает у меня определенную настороженность, это вот такая чересчур зарегулированность социального бытового уклада жизни. Да? То есть вот все по расписанию, такой мусор только туда, сякой мусор только сюда, большие штрафы, если чуть что не так. Да? Ну, все-таки, конечно, в крупных городах с либеральным укладом это все немножко не так. Но в целом вот в Германии эта проблема есть, то есть именно вот в плане социального устройства общества там такая определенная зарегулированность присутствует. Это вот тоже, что я бы отметил чуть-чуть где-то в небольших минусах, но в целом это, конечно, супер успешная страна, супер успешная экономика, супер успешная политическая система с развитым федерализмом, местным самоуправлением, которая успешно проходит через вот этот период популистской турбулентности в мире, несмотря на все тоже там свои сложности. Мы о немецких выборах еще отдельно будем говорить, которые предстоят в 2021 году. Но немцы молодцы, построили блестящую страну на руинах после Второй мировой войны. Нам здесь, как говорил Владимир Ильич Ленин, предстоит учиться, учиться и учиться. Второе место.
На втором месте, котятушки мои, у нас Польша. Вот та самая Польша, про которую мы делали последнюю передачу «Обнимашки с диктаторами». Ну, многие спросят, а как же так, Польша выше Германии в рейтинге идеалов? Ну, действительно, Польша по многим объективным позициям от Германии, конечно, отстает. Но вот пересмотрите нашу эту передачу про Польшу. Я им дал второе место не случайно, а потому что они именно вот в плане сопоставимости с Россией, они находились вместе с нами еще 30 лет назад в одном и том же колхозном соцлагере и совершили невероятный рывок, став развитой страной и полноправным участником развитого мира. Очень влиятельной мировой державой, которая именно зарабатывает свой авторитет в международных делах на soft power, на мягкой силе, а не на том, что угрожает всем ракетами, провела успешнейшие экономические реформы, построила общество с высококонкурентной экономикой и общество равенства. По сравнению с Россией, я рассказывал вам эту историю подробно, там почти нет миллиардеров. По нашим меркам их просто совсем нет. Вот у нас страна нищая, зато у нас 100 миллиардеров в списке богатейших людей мира. А у Польши их всего 6, причем первый из них занимает 494 место в мире. Ну, то есть, считайте, по русским меркам это как бы ничего. Его даже не пустили бы в наш Ридс-Карлтон Москва, потому что кошельком не вышел. Да? Поэтому Польше много, конечно, есть чему завидовать. То есть это действительно страна, которая была сильно меньше нас по своим экономическим размерам, но тем не менее сейчас догоняет Россию, почти вошла в большую двадцатку и всего лишь сократила экономическое отставание России до менее чем 3 раз разницы в ВВП. Мы обо всем этом вам говорили, я повторяться не буду, но еще раз скажу, что Польша попала в этот мой рейтинг на такое высокое место именно из-за успешности своей трансформации. Что она из периферии, и ну давайте откровенно говорить, советской колонии, это была по сути дела наша колония в конце 80-х годов, она стала очень крутым полноправным игроком на международной арене, очень сильной экономикой. Вот эти 30 лет не занималась ерундой, не потратила их зря, а построила очень классную, удобную, пригодную для жизни страну, куда россияне, проживающие в нашей дорогой Калининградской области, регулярно ездят, чтобы купить себе просто пожрать. Потому что там лучше и дешевле. Да? Конечно же, это абсолютный образец именно в плане преобразований, на которые нам надо ориентироваться, из которых надо брать пример. Респект полякам. Обязательно пересмотрите нашу передачу про Польшу. Первое место. Итак, первое место. Да, друзья мои, прям очень-очень многие из вас угадали. Многие писали мне в комментах. И я, откровенно говоря, я высказывался что-то похожее на эту тему раньше. Я не скрывал своих симпатий к Канаде никогда, да. Действительно, вы знаете, вот если вот просто назвать одну страну, на которой Россия вообще должна быть похожей, да, то это вот она. Я, честно говоря, я влюблен в Канаду. Я первый раз как раз побывал там 20 лет назад. Вот можете увидеть мою фоточку в Монреале. И, кстати, я был там в официальной командировке как правительственный чиновник. Там был такой международный слет регуляторов энергетических монополий со всего мира, да. Но с тех пор я регулярно там, я был там, например, на саммите Большой Восьмерки в Калгари, в российской делегации, где я только там не был, да, и мы вот вам здесь репортажи из Галифакса постоянно давали, и там вообще очень приятно находиться. Ну, во-первых, это страна, которая является таким образцом нормальности, там прям иногда аж до тошноты доходит, вот это просто невероятная нормальность канадцев. Там есть свои политические разборки, но там нет никакого вот этого популизма. То есть вот эти популистские какие-то силы, которые пытаются растащить демократические системы на кусочки, но их как бы там нет. Да? То есть вот мне, например, не нравится очень премьер Джастин Трюдо, но вот сейчас идут праймерис, кто возглавит его главного оппонента, это консервативную партию, которая выступает против Трюдо и хочет его сменить. Да? И вот сейчас мы вам об этом расскажем, я думаю, сделаем отдельную передачу про Канаду и вот про этот сюжет. На пост лидера консерваторов претендует с заметным лидерством бывший министр Питер Маккей, которого мы, кстати, показывали вам тоже здесь, я его знаю хорошо, и мы встречались вот на этом форуме по безопасности в Галифаксе. Так вот там, в отличие от тех же США, например, если Трюдо сменит Маккей, как бы ну и что? Никакого взрыва и катастрофы не произойдет. Вот это как раз, понимаете, нормальная политическая культура, когда есть мейнстримные силы, да, они соперничают,
но тем не менее вот их приход к власти не приводит к катастрофе. Да, корректируется повестка политическая в соответствии с запросом избирателей, но тем не менее все они работают на благо Канады, на ее будущее и так далее. Да? И вот это очень сильно не похоже на страны, пораженные вирусом популизма, прежде всего США, ну, которые ведут себя как такой вот напившийся хулиган на международной арене. Да? Канаду невозможно себе представить в таком качестве, там все политические силы здоровы, у них тоже есть хорошие антитела и коллективный иммунитет к популизму. В этом смысле я каких-то турбулентностей и закидонов от канадской политики внешней и внутренней вообще не жду. Следующий момент. Вот понимаете, если сравнивать Канаду с Россией, вот нам говорят, да, вот в России такая жопа, потому что. И там есть целый список. Значит, первое, потому что холодно. Вот все демократические страны, они там потеплее, поэтому им удобнее было устроить демократию, а у нас холодно, и поэтому мы должны поддерживать какую-то убогую систему, значит, гиперцентрализованной власти с каким-то диктатором, там Иван Грозный, Сталин, Путин. Какая, связь между холодом и диктатурой, да? Вот мы сделали для вас специальный первый наш премьерный выпуск Why Russia Fails, где мы это объяснили, что все холодные страны успешные, кроме, России. Что температура вообще ни на что не влияет. Мы вам приводили в пример Шпицберген, где убогий совковый городок наших шахтеров Боренсбург находится там в 40 километрах от красивенького, аккуратненького норвежского Лонгира, который совсем на него не похож, хотя там климат одинаковый и расстояние всего 40 километров. Это цивилизационная штука, ребята. Дело не в климате. Канада этому яркое доказательство. Ну и следующий момент, говорят, а вот у нас просто много нефти и газа, как это говорят, сырьевое проклятие, слишком много нефтяных денег, сразу образуется коррупция и так далее. Так, в Канаде же тоже много нефти и газа. Канада занимает 4-е место в мире по добыче и нефти, и газа. Пропуская вперед там по нефти только США и Россию и Саудовскую Аравию, по газу там вместо Саудовской Аравии Иран, один из крупнейших производителей. 4-я Канада, и там, и там. Там есть та же самая проблема, этой, вот, как говорят, голландской болезни, сырьевой зависимости, и это ничему не мешает. Канада развитая, диверсифицированная экономика. Там эти нефтяные деньги не способствуют какой-то коррумпированной диктатуре, которой там вообще никогда не было. Не то, что они свергали там что-то, а у них всегда была демократия, у них не было диктатуры никогда. Да? И нефть и газ в этом смысле совершенно ничему не мешают. Следующий момент, о котором нам часто говорят, а вот Россия очень большая страна, у нас такие расстояния, поэтому почему-то сложно построить демократию. Причем здесь, расстояние? Ну вот Канада. Это 2-я страна в мире по территории, она похожа на нас, она сопоставима с нами по размерам. И чё? Там одна из самых передовых в мире демократий, и огромная территория этому просто никак не мешает. Следующий момент, что Канада это федеральная страна, там очень разные регионы, провинции, у которых разный уклад, большая степень независимости. Там нет такого жестко централизованного правительства, там очень многие вопросы провинции решают на месте сами. И у них же есть большие собственные доходы из налогов, они не отдают все в центр. Там очень сильное местное самоуправление. То есть большая территория, разные регионы и прекрасно работает федералистская система. Не нужно никакого гиперцентрализованного правительства для того, чтобы, как у нас говорят, все это держать под контролем. Там все прекрасно под контролем, гораздо лучше, чем у нас, но у регионов и у муниципалитетов огромное количество полномочий, и по сути они рулят много чем, а возможности и полномочия федерального правительства сильно ограничены. Поэтому, понимаете, Канада это такой идеальный неспровергатель всех вот идиотских мифов, которые у нас поддерживаются и культивируются в России как отмазки. Почему мы такие бедные, неуспешные, у нас так все плохо? Вот у нас принято объяснять это таким детерминизмом. Холодно, территория большая, расстояния большие, много нефти и газа, поэтому мы никогда не будем жить хорошо. Вот у Канады есть все то же самое, но живут они при этом просто замечательно. Гораздо лучше, на мой взгляд, чем соседи в Соединенных Штатах, потому что в Канаде нет такого неравенства, нет такого расслоения, как в США, нет таких межрасовых конфликтов, как в США. Там гораздо выше социальные гарантии, хотя там абсолютно развитая рыночная экономика, но там гораздо выше социальные гарантии. Например, вот, скажем, в России сейчас жестоко стоит проблема медицины, ее недофинансирования и оптимизации. Вот вам разница. Канада, государственные расходы на медицину 8% ВВП, Россия 3,5%.
Вот там вы спрашиваете, почему у нас здравоохранение плохое. Да вот в основном поэтому, потому что государство не выполняет свои обязанности по его финансированию, а в Канаде почти идеальная медицина. И государство реально тратит в том числе и вот эти нефтегазовые деньги на то, чтобы построить нормальное здравоохранение. То есть, вот как я уже говорил про предыдущие страны из нашего рейтинга, там вот в этом смысле очень похоже на идеал такой баланс между развитой, конкурентоспособной рыночной экономикой и при этом высокими социальными гарантиями и государственной политикой, которая защищает своих граждан и не жалеет денег на социалку. Честно говоря, знаете, я даже не знаю, что добавить. Мы сделаем отдельную передачу про Канаду, но мне кажется, просто сложно на самом деле придумать какую-то другую страну, которая была бы так похожа на идеал для нас по абсолютно всем параметрам, которые у нас действительно очень сопоставимы. Канадцам любовь и респект, действительно молодцы, построили просто замечательное, прекрасное государство для людей, очень приятно туда ездить, и давайте внимательнее и подробнее изучать эту страну, потому что нам очень пригодится опыт Канады, построение канадцами успешного государства для того, чтобы построить нашу прекрасную Россию в будущем. Топ-5 от Владимира Милова. Ну и на закусочку вам, друзья мои, несколько стран, которые вы очень часто упоминали, как, возможно, войдущие в мой рейтинг идеала, но которые туда не вошли. Я знаю, что у вас будет очень много вопросов. Я просто решил сразу перед вами объясниться и расставить точки над «и», почему некоторые страны в этот мой рейтинг не попали. Почему не Скандинавия? Первый, конечно, уверен, будет вопрос, почему не страны Скандинавии, потому что очень многие называли их, там Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, как образец для России. И действительно, это успешные страны с развитыми экономиками, тоже высокими социальными гарантиями, во многом на нас похожи именно, прежде всего, по климату, кто-то по сырьевым ресурсам, как Норвегия, кто-то вообще был частью нашей страны, как Финляндия. И вообще я хочу сказать, что да, действительно, кто-то из скандинавских стран в этом списке должен был быть. Они абсолютно заслуживают быть в перечне государств идеалов, которые России надо рассматривать как образец. Но есть одно большое жирное «но». Я во всех этих странах бывал, и каждый раз там с этим сталкиваешься, как с такой бетонной стеной. Есть одна серьезненькая проблемка, которые, мне кажется, в качестве идеала рассматривать их не дает. Это, котятушки мои, цены. И просто невероятная дороговизна всего, чего только можно. Приезжаешь ты туда и там заказываешь себе чашечку кофе или кружечку пивка. И тебе приходит такая смс-очка на телефон, сколько с тебя за это денег сняли. Ты думаешь, ё-моё, мне надо было растворимый кофе с собой в пакетике лучше принести. Да? И на самом деле многие из вас бывали, жили там и живут сейчас. Мне очень многие скандинавы сами жаловались на эту проблему, что да, все очень хорошо. Вот как Пушкин Александр Сергеевич жаловался на лето. Лето красное, любил бы я тебя, когда бы не зной, да комары, да мухи. Да? То есть все хорошо, все замечательно, но такой ценник, что, нет, извините. Я очень люблю Скандинавию, там много чему есть поучиться для России, но я не могу включать в рейтинг идеалов стран с такими высокими ценами. Кстати, в нашей любимой Канаде, о которой мы только что говорили, такой проблемы нет. Отдельно обсудим, почему в Скандинавии все так дорого, но нет и еще раз нет, поэтому и в рейтинге этом их нет. Почему не страны Балтии? Следующий вопрос будет, почему не страны Балтии. Их очень многие предлагали, и на самом деле они действительно достойны тоже быть в этом списке. Это история, похожая в каком-то смысле на Польшу, о которой мы говорили. Это бывшая часть Советской империи, которая прошла через очень успешные реформы в последние 30 лет и действительно построили у себя такие симпатичные и успешные страны, удобные для жизни, с развитой экономикой и хорошими социальными гарантиями. Но здесь просто проблема одна. Они не проходят по критерии сопоставимости, то есть они все-таки очень маленькие. Например, та же Новая Зеландия, о которой мы говорили, это все-таки страна с большой территорией, она как Великобритания, да, как Британские острова. Это экономика, которая примерно плюс-минус входит в топ-50 экономик мира. Она в несколько раз больше экономики Литвы, которая крупнейшая из прибалтийских стран. Да. Но все-таки еще раз, обустроить небольшую страну гораздо проще, чем такого огромного, мамонта, как наша с вами любимая сверхдержава. Да. Поэтому нам нужен сопоставимый опыт. Поэтому страны Балтии, они где-то рядом с этим списком,
Там действительно много есть чему поучиться. Их успешные реформы были во многом очень похожи на Польшу, но размер не позволил им вот в мой хит-парад попасть. Почему не Япония? 100% будет следующий вопрос, а почему в списке нет Японии? Японию включить туда предлагали очень многие наши зрители. И вот здесь, друзья, я хочу сказать, что у меня есть серьезное возражение. То есть я люблю Японию, бывал там все мне нравится, там все очень красиво. Действительно, опять же, на руинах страны, которая потерпела поражение во Второй мировой войне, построили успешную современную экономику, интегрированную в мировое пространство, вроде как все хорошо. Все, но не все. Вот у Японии есть несколько очень серьезных проблем, которые я совсем не хотел бы копировать, и это принципиально. Это не какая-то отдельная вещь, которая мне не нравится. Ну, первое. В Японии, по сути дела, после Второй мировой войны сложилась однопартийная система. Там нет сменяемости власти. Там бессменно, с очень-очень небольшими окошками перерывов, у власти находится либерально-демократическая партия, которая вот как мама-утка, значит, доминирует над всей политической системой. Там есть другие партии, они как бы свободно могут действовать. В этом смысле Япония считается демократической страной, там полные политические свободы, но там нет сменяемости власти, и это плохо. То есть это приводит к целому ряду очень серьезных проблем. Например, вот Япония, чем известна у экономистов, есть такой термин «потерянное десятилетие». У них, как вот в начале 90-х сломался экономический рост, так они, в общем, и не могут нащупать траекторию. Там как бы уровень жизни высокий, но вот они не могут найти модель, как выйти на какие-то серьезные новые большие темпы роста. Это во многом связано с доминированием одной партии, и вот еще здесь в чем проблема. Японская экономика во многом основана на монополиях, связанных с государством. Это все, что мы не любим в путинизме, например. Вот эти крупные корпорации, часто напрямую государством контролируемые, часто связанные с ним через всякие программы господдержки и так далее. Это во многом похоже вот на ту структуру, которую пытается копировать Путин, или которая была в диктаторской Южной Корее, вот эти пресловутые корпорации Чеболи, которые потом родили финансовый кризис в Азии 97-98 годов, больно ударивший в том числе и по России. Мы об этом говорили в нашей передаче о Корейском полуострове, можете ее пересмотреть, да? В Японии похожая проблема, и вот этот государственно-монополистический капитализм и власть одной партии – это одна из ключевых причин, почему Япония, в общем, не может выбраться из вот этой ловушки отсутствия значимого роста и нащупать какой-то свой путь к бурному развитию в новом тысячелетии. Ну и еще один момент, который мне не нравится совершенно, это вот, когда мы говорим про Германию, то Германия полностью покончила со своим имперским наследием и наследием Третьего Рейха. Да? Япония вовсе нет. Там очень сильные имперские, реваншистские, консервативные настроения. Прежде всего вот в консервативном крыле вот этой правящей либерально-демократической партии. У них из-за этого напряженные отношения с соседями по Азии, которые как бы видят в Японии потенциальный источник попытки имперского реванша. У них есть территориальные споры не только с Россией, но и по всему периметру. Они со всеми странами-соседями там ругаются за какие-то острова, да. И вот это вот националистический, шовинистический, имперский драйв, он в Японии, к сожалению, очень популярен. Часто диктует их политическую повестку. Это то, что мне совсем не нравится. Ну и последнее. Вот я говорил уже об этом применительно к немцам. Но в Японии есть момент, что там, если вы там жили или живете, я думаю, вы поймете, о чем я. Там есть очень много всяких социальных обычаев, которые делают жизненный уклад довольно зарегулированным. То есть вот то нельзя, все нельзя, это не принято и так далее. Это гораздо менее свободное в бытовом плане общество, чем, например, вот многие европейские страны. Да? Вот, на мой взгляд, это штука, которую тоже не стоит копировать. Поэтому Япония хорошая страна, там есть много всего классного и интересного. Но она по целому ряду критериев вот совершенно не подходит в список идеала, и много из этого копировать не нужно. Почему не Сингапур? Следующая история. Конечно же, будут вопросы, почему не Сингапур. Вот, ребят, точно не Сингапур, потому что Сингапур – это еще хуже однопартийная система. То есть там вообще в Сингапуре на самом деле нет нормальной свободной демократической политики. Я понимаю, что многие туристами там были, там красиво, богато, значит, все очень хорошо устроено, там этот бассейн, значит, где-то на потолке небоскреба, из которого все видно. Это все очень классно.
Но там у власти одна партия, которая щемит и подавляет оппозицию, в общем, не имеющую реально никаких прав. Знаете, в чем смешная фишка? Вот мы сейчас в России очень много обсуждаем всякие выборы и голосования, да? Так вот, когда вы, например, заходите на сайт Freedom House в раздел Сингапур, первое, что вы видите, это то, что в Сингапуре нет независимой избирательной комиссии. Она отсутствует там как класс. Эту функцию исполняет департамент правительства. Ну, то есть представьте, что у нас там не было бы ЦИК с Эллочкой Памфиловой, а просто администрация президента на себя взяла бы эту функцию. Говорит, мы сами организуем выборы, нам не нужны никакие избиркомы, ТИКи, УИКи, вот будем считать, как считать. Да? Вот, поэтому там как бы можно долго это обсуждать. Сингапур тоже маленький портовый город, расположенный на перекрестии крупнейших международных торговых путей. Это совсем несопоставимая история с Россией. Но вот главное, почему Сингапур точно не может быть в моем списке, потому что там нет демократической политической системы, а это то, что нам нужно как кислород. Почему не арабские страны? Из этой же серии, ребят, вы что? Какие Арабские Эмираты? Ну вы в своем уме. Я не знаю, к сожалению, вот очень многие зрители мне начали это писать. Я понимаю три причины, почему у нас многие люди восторгаются всякими этими Арабскими Эмиратами. Первое, ну они настроили небоскребов в пустыне красивых, это раз. Второе, о чем говорят люди, там действительно действует некая система социальных гарантий и выплат своим гражданам. То есть правительство дает людям просто подъемные, некую сумму просто так, чтобы люди могли обустроить свою жизнь. И третье, это то, что там многие цены субсидируются, ну, например, там вот дешевый бензин. Вот это часто приводит в пример как такой образец, типа, что там классная, качественная жизнь в Эмиратах. Значит, ребят, забудьте. Это одни из самых жестоких диктатур и деспотий в мире. Если бы вы там жили, то у вас был большой шанс был оказаться под пятой вот этой репрессивной государственной машины, там за что угодно. Особенно вам не повезло жить в этих странах, если вы женщина. Просто попробуйте. Да? Вот это не то, что, как говорят, не пытайтесь это повторить, да, но этот трюк не для слабонервных. С точки зрения прав женщин, вообще по всем рейтингам прав человека это одни из худших стран. И вы знаете, вот я хочу в этом плане сказать про вот эти подъемные от властей, да. Вот, ребят, давайте будем взрослыми котятушками, да. Мне нахрен не нужны эти подъемные, я сам могу заработать на жизнь себе. Но дайте мне политические права. Если вы считаете хорошей систему, где у вас нет никаких политических прав, их ноль вообще, ни выборов, ни какого-то влияния на власть, ничего, но вам дают там 100 тысяч долларов. Да заберите вы свои 100 тысяч долларов себе. Мне они днем с огнем не нужны, я заработаю сам. Дайте мне политические права. Да? Поэтому я вообще не понимаю, как можно приводить все эти Эмираты в пример, тем более с правами женщин. Там вообще просто вот реально худшая ситуация в мире. Во всех этих Эмиратах. Не, конечно, всякие вот фотомодели, которые там постят фоточки в Инстаграме и живут в Дубае, да, им хорошо, потому что у них они импортные фотомодели, и у них много денег. А вот свои натуральные женщины, которые там, они не имеют вообще никаких прав и живут просто в жесточайшем концлагере и так далее. Поэтому, конечно, это никакой... Вообще, как это могло попасть, как могла вам прийти в голову идея, что такие страны могли попасть в список как образец для кого-то. Ну и вот еще просто пара моментов про небоскребы. Слушайте, ну мы же не туземцы с вами какие-то, которым показали красивые стекляшки, и за это выменили у них все золото и серебро. Давайте так себя не вести. Много кто строит небоскребы. Даже наши все коррупционеры строят вот небоскребы здесь в Москва-Сити. Можете съездить, посмотреть и успокоиться. Небоскребы это не главное в жизни. И по поводу вот этих подъемных выплат гражданам, вы не забывайте, что там дикая сегрегация в обществе. И там, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, знаете, сколько процентов населения имеет гражданство, паспорт? 11,5. Почти 90% жителей не имеют паспортов. Как вот до 1964 года колхозники в СССР, у них не было паспортов. Они гражданами в полноценном смысле не являлись. И стихи Маяковского о советском паспорте не касались огромной части нашего населения, которое было без паспортов и бесправное, и не могло вообще двигаться никуда. Да? И вот те, кто 90% населения Эмиратов, которые не имеют паспортов, они никаких выплат не получают. Да? Ну и что касается вот этих всех датируемых цен, ребят, я вам как экономист скажу, это очень плохо. Все это субсидируется из бюджета, и в итоге в бюджете денег не хватает. Как вы думаете, что дальше происходит? Они методично все эти цены начинают повышать. Все последние годы, вот все эти правительства стран Персидского залива только этим и занимаются, что субсидии отменяют, пресловутые низкие цены на бензин повышают.
Поэтому бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К сожалению, вот в ней живут жители вот этих Эмиратов Персидского залива. Не вздумайте вообще их рассматривать как пример для хоть чего бы то ни было. Почему не Израиль? Ну и соседний вот из этого же региона, почему не Израиль? Очень многие думали, что Израиль будет в этом списке, но нет, ребята, извините. Я, в отличие от многих моих зрителей, не являюсь таким большим поклонником Израиля. Принято хвалить эту страну. Действительно, израильтяне построили симпатичную страну вот за свои там 70 с лишним лет, буквально из ничего в пустыне. Но с Израилем есть ряд очень серьезных проблем, которые мне вообще не позволяют на него смотреть как на какой-то образец, идеал и так далее. Во-первых, это вот незакрытая тема такой глобальной конфронтации с арабским миром. То есть Израиль – это такое государство, осажденная крепость. И когда вы там находитесь, это все время чувствуется от повышенной security в аэропорту, до того, что там солдаты с автоматами ходят по улицам, и периодически начинается какая-то стрельба. Да? Ну, конечно, в этой конфронтации виноват и не только, и, может быть, не столько Израиль, а в том числе агрессивное поведение со стороны самого арабского мира. Но мы вот здесь сделали несколько передач и говорили об этом, вот, в частности, наши обнимашки с диктаторами про Ближний Восток. Израиль – это как бы большой брат, он такая самая сильная страна в регионе. Ему должна принадлежать инициатива в поиске вот этого все-таки примирения с арабским миром, на которое запрос и в арабском мире тоже реально есть. Да? И, к сожалению, вот сам Израиль для этого делает совсем недостаточно. Говорили о том, что начавшийся в 1993 году при посредничестве Билла Клинтона мирный процесс в Осло, когда Израиль и Палестина подписали мирные договоренности, он был потом фактически сорван. И вот сейчас уже больше 10 лет у власти в Израиле находится правительство Беньямина Нетаньяху, которое фактически вот ведет такой конфронтационный курс с арабским миром, что типа да, нам нравится быть осажденной крепостью, мы вас ненавидим, и как бы давайте вот в таком режиме дальше существовать. Вот это такая конфронтационная тема с окружающими вас соседями, это то, что вот мне совсем не близко, и вот это копировать не стоит. Что еще не стоит копировать? Израиль дико религиозная страна. То есть по влиянию религии на общественно-политическую жизнь она, похожа на арабские теократии. Не совсем близка к ним, все-таки Израиль это демократическое общество, но тем не менее там вот эта вот религиозная ортодоксия, она супер влиятельна в общественной жизни и политике. Это чувствуется и на бытовом ежедневном уровне, когда там машину в шаббат могут закидать камнями ортодоксальные иудеи. Да? 21 век, ребят, нет, еще раз нет. То есть религию надо из общественно-политической жизни убирать в частную жизнь. Да? То, что вы там прочитали в каких-то книжках тысячелетней давности, не должно влиять на прогресс, сдерживать его и на то, что происходит здесь и сейчас. Да? В этом смысле мне вот совсем не симпатична вот эта вот гипертрофированная религиозность израильского общества. В Израиле есть много вещей, которые стоит брать за образец для подражания. Например, как там устроена медицина. Но вот эти все моменты, они, конечно, мешают рассматривать эту страну как идеал. Почему не Британия? Конечно, очень частый вопрос, и многие предлагали включить в этот список Великобританию, но, ребят, нет. Британия классная страна, один из лидеров демократического мира, даже несмотря на Брексит, но там просто большое число проблем, которые мешают ее рассматривать как идеал. На мой взгляд, вот для начала, это колоссальная роль такой институциональной коррупции вообще в системе национального дохода. Что такое Лондон? Это место, куда тащатся все коррупционные капиталы со всего мира. Из арабского мира, из Африки, из Азии, из бывшего советского пространства, все эти там, пройдитесь по этой Белгравии или Мейферу, да, все, у них там гнездо, у коррупционеров всего мира там гнездо. И британцы это как бы нормально смотрят, принимают это. Вот я там могу вам процитировать один из заголовков британской прессы, которая, мне кажется, очень точно эту ситуацию отражает. Когда речь заходит о коррупции, Британии надо заткнуться. When it comes to corruption, Britain really should shut up. Потому что действительно рыльцы там в пушку. Это все институционально. Они много лет обещают как-то с этим разобраться, но это все остается на словах. И это на самом деле расходится ядом по всему миру. Потому что наши эти все Шуваловы, Усмановы и прочая воровская сволочь, они там прекрасно себя чувствуют. И они понимают, что они могут грабить дальше, потому что им есть где спрятаться. Вот это как бы не нравится мне совсем. Следующая история, которая мне не нравится, то что Британия тоже не рассталась ментально со своим имперским прошлым.
Это страна с очень сильными постимперскими настроениями. Это, кстати, ведет, вот мы говорили про напряженность с соседями, это ведет к большой напряженности, например, с Шотландией. То есть там отношения вот консервативного британского правительства Тори с властями Шотландии прямо сейчас адски напряженные, именно вот из-за такого имперского драйва, типа мы вот вас, значит, будем тут контролировать железной рукой, а те вот не хотят. Я всегда, как вы знаете, за добрые и равноправные отношения с соседями. Вот это вот элементы имперскости, конфронтационности, это то, что мне не нравится совсем. Кстати, они во многом послужили вот такой ментальной основой для решения о Брексите, который я категорически осуждаю. Кстати, пересмотрите наши обнимашки с диктаторами про Брексит, и мы еще к этой теме скоро вернемся. Они ведут дело к выходу без соглашения торгового с ЕС. Ну вот здесь еще один момент в связи с Брекситом, это британская пресса. Простите меня, но когда у вас основные источники информации в стране, это желтая пресса, таблоиды, которые печатают голых баб там на обложке, я ничего не имею против, но мейнстримной, серьезной прессы, которая реально анализировала бы происходящее в мире, в Британии нет. Там большая часть населения из желтых листков получает информацию о том, что в мире происходит. Ну, неудивительно, что они потом так голосуют. Вы думаете, это образец для подражания? Я думаю, что нет. Почему не Франция и не Швейцария? Следующий вопрос просто решил объединить в одну. Многие предлагают то Францию, то Швейцарию. Но вот мне не кажется эти страны образцом для подражания по двум противоположным причинам. То есть Франция это такая гиперцентрализованная страна с очень сильной централизованной властью. Недостаток федерализма, недостаток местного самоуправления. Она во многом похожа на Россию. Там, например, вот многие страны, которые я приводил как примеры идеалов, например, там полиция децентрализована и подчинена населению территории местной власти, да. А вот во Франции есть вот такая жандармерия, это гораздо больше похоже на наше МВД, да. И в целом это страна с большой культурой государственного вмешательства везде. Вообще, я когда вот во Франции там часто даже встречался с высокопоставленными французскими чиновниками, они мне так с улыбочкой и даже некоторой гордостью говорили, что Франция это такой Soviet Union that works, Советский Союз, который работает, да, то есть это какая-то улучшенная версия централизованного социалистического государства. Есть такой момент, вот это дело я не люблю, Францию люблю, а государственное вмешательство и гиперцентрализацию не люблю, поэтому нет, не Франция. Ну и в Швейцарии есть на самом деле немножко противоположная фишка. То есть это как бы вообще не централизованная страна, это по сути реальная конфедерация. Да? То есть там вот этого как бы местного самоуправления его слишком много. И это очень часто затрудняет выработку какой-то эффективной современной политики, например, в области взаимодействия с ЕС. Потому что там очень много вот этих прав вето на разных уровнях власти. И в итоге эффективные решения по интеграции территории, экономик, систем образования и так далее очень часто тормозятся, потому что нет такой гибкой, эффективной власти, которая могла бы представлять страну на международной арене, а это просто вот такой набор кантонов, которые там часто разного мнения и не могут к единому решению прийти. Ну и еще два момента про Швейцарию. Во-первых, с дороговизной там еще хуже, чем в Скандинавии, то есть это как бы просто вот нет и еще раз нет. И следующий момент, что все-таки даже проблемы хуже, чем в Лондоне. Швейцария вообще во многом стала той богатой страной, которой она является, на то, что она вот тащила к себе коррупционные деньги со всего мира. И на нее даже развитый мир был вынужден давить в том плане, чтобы она прикрывала вот этот свой офшорный рай для воров и коррупционеров, для денег, заработанных преступным путем. Там были большие проблемы со Швейцарией, вот у международного сообщества, которое борется с отмыванием денежных средств. Вот свежая история. Швейцарский прокурор рассматривается вопрос о его отставке, потому что он, ну, по сути, был подкуплен русскими. Вот почитайте «Новую газету», подробный материал об этом. Поэтому у Швейцарии, при том, что внешне все красиво, Альпы, там коровки с колокольчиками, сыр, шоколадки и так далее, да, но есть много вот таких черных пятен, которые вообще не дают основания рассматривать ее как идеал. Почему не США? И, конечно, последняя точка в нашем таком антихит-параде. Ну, понятно, вы будете спрашивать, а почему не США? Ну, вопрос, на мой взгляд, должен звучать ровно противоположным образом. А почему вообще в таком списке кому-то пришло в голову, что должны быть США? Америка – это крупнейшая мировая демократия, самая сильная экономика. Это очень сильная и крутая страна. Я ее очень люблю. Я здесь много раз постоянно об Америке рассказываю, вам даже до степени полного надоедания, но там такое количество проблем и противоречий, что, ну, конечно, вот страна классная,
образец со многого можно брать, есть чему подражать, но как идеал вот точно нет. Огромное расслоение в обществе, колоссальная пропасть возможностей, то есть десятки миллионов людей в абсолютной нищете, да, такой, ну, очень бедно живущие, да, при том, что огромное количество супербогатых, да, то есть огромная социальная пропасть. Вот в Канаде такого нет, в Польше такого нет. Вот мне это не нравится, это не то, чему надо подражать. Это общество такое близкое к классическим канонам либертарианства, типа вот рыбу мы тебе не дадим, дали тебе удочку, ну и что вокруг песок и нет воды. Вот там Эйн Рэнд не говорила, что тебе надо воды налить, говорила, что надо дать удочку. Да? Вот это классика, да, то есть там это очень низкий уровень социальных гарантий, низкий уровень помощи гражданам в плане образования и медицины, доступ к ним сложнее, оно дороже. В результате проблемы и с качеством, там, например, среднего образования, и с доступностью медицины и так далее, да, ну, она там дорогая. Много еще что можно перечислять, и те же межрасовые противоречия. И вот это вот накопившееся такое очень напряженное политическое противостояние между республиканским и демократическим лагерями, которые я здесь называл холодной гражданской войной. То есть Америка классная страна, но там накопилось довольно много противоречий, которые не делают ее таким образцом для подражания, как ту же Канаду или Германию. Поэтому, конечно, ну, США и не могли быть в этом списке, хотя Америку, конечно, мы очень любим и желаем ей всяческого успеха и прекрасного будущего. Топ-5 от Владимира Милова. Ну вот, собственно, это был такой краткий хит-парад стран, идеалов, образцов для подражания, для построения прекрасной России будущего. На самом деле, если вы внимательно смотрели, ребят, то это, хотя это был такой международный обзор, знаете, вот как журналисты издевались над Рейганом в 80-е годы, составили такую карту мира по Рональду Рейгану, вот можете увидеть ее на экране сейчас. Это была такая карта мира от Владимира Милова, но это на самом деле не о мире был разговор, если вы внимательно слушали, это был разговор о России. Потому что каждый раз, когда мы обсуждали какую-то конкретную проблему, то я говорил о том, почему это важно для нас. Почему вот что-то не получается у нас и как нам это правильно сделать, вот глядя в это очень важное для нас международное зеркало. Да? И я думаю, что вот если это все суммировать, то вырисовывается довольно четкая картина, что нам нужно для того, чтобы стать успешной страной, больше прав и свободы для творчества людям, сильное местное самоуправление, сильные развитые регионы, свобода. Самое главное, свобода. Вместо денежных выплат от папы, как в Арабских Эмиратах, нам нужна свобода, без нее нет будущего. Страны, которые добились большого успеха для своих граждан, это свободные страны, которые дают им политические права и где люди решают, а не какой-то начальничек. Вот нам нужно строить в России именно такую систему, тогда мы станем более похожи на какую-то приятную и приемлемую для жизни страну, типа моей любимой Канады. Пока, к сожалению, мы далеки от этого, но мы сможем сделать. Давайте учиться у тех, у кого этому стоит учиться. Это была программа Why Russia Fails с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно. И, конечно, мы вот этот глобальный разговор и разговор о том, как построить прекрасную Россию будущего, будем обязательно продолжать.